Симптомы избытка и недостатка капхи. То есть капха бывает, как много ее бывает, а бывает, когда мало. Итак, избыток капхи, он проявляется обычно в первую очередь в отечности, в большом количестве слизи, причем слизь может быть как во всем теле, так и в какой-то только части. Ну, к примеру, там, если вы постоянно переедаете, то обычно слизь начинает появляться в верхних дыхательных путях, потом живот, потом кровь и так далее, и так далее. И когда избыток капхи, это всегда лень. Лень что-либо делать. Ну и чем больше капхи, тем больше лени, тем больше грусти. Если капхи не хватает, то в первую очередь это сухость. И вот то, что я вам как раз рассказывал, что с возрастом, если капхи нету, то появляется больше сухости. Ну и человек, допустим, часто очень пожилые люди, которые не стабилизируют капху внутри, они истощаются. И также истощаются все ткани, то есть сухость на уровне ткани, кожа становится более тонкой, кость становится более тонкой и так далее, и так далее. Ну, к примеру, переломы, мы все знаем, что с возрастом сложнее лечить. Эмоционально избыток капхи – это всегда депрессия и апатия. Когда капхи недостаток, то есть когда капхи не хватает, получается, что увеличивается вата. Они всегда в теле находятся, и одно замещает другого. Так вот, как только капхи стабильности становится мало, появляется тревожность и беспокойство. Это вот как раз проявление вата-доши в нашем организме. Поэтому, когда вы беспокоитесь, тревожитесь, попробуйте подышать, лечь, успокоиться, выключить шум, который вам мешает, какой-то информационный, телефонный и так далее. И просто помедитировать, расслабиться, может быть, сделать масляный массаж. Ну, а если ничего нету и нет никакой возможности, съешьте что-нибудь сладкое. Сразу все успокоится внутри. Избыток капхи – это сонливость, и эмоционально еще это может проявляться в привязанности. То есть, когда капхи очень много, человек становится привязан к моменту, к людям, к чему угодно. Когда капха понижается, то наоборот, потеря любви, потеря стабильности, нету привязанности больше. Снижение стабильности во всем, эмоционально и физически. Если капха увеличена, то обычно происходит ожирение, оно связано с заторможенностью, то есть с ухудшением различных процессов переваривания, замедленный метаболизм, понижение огонька и все такое стоит, вы держите это все и не можете это отпустить. Когда капхи недостаточно, человек быстрее устает, и когда капхи недостаточно, начинаются разрушаться ткани. С возрастом капхи недостаточно, ткани действительно начинают разрушаться. Если вы в любом возрасте начинаете нарушать капха-дошу, к примеру, неважно сколько вам лет, 18 или 30, и вы просто начинаете тусоваться ночью. Подростки легче переносят это, чем старше мы, тем мы тяжелее это переносим. И вот когда человек не спит ночью, его капха, она понижается. В чем это проявляется? В том, что когда вы просыпаетесь после ночи, то есть вы приходите, ложитесь, свежести не будет никогда. А когда вы высыпаетесь, обычно, если мы ложимся вечером, просыпаемся утром, у нас всегда заряженность, свежесть и есть сила на то, чтобы подумать, на то, чтобы поесть. Если, кстати, у вас этого нету, то что-то уже идет не так. Но смысл в том, что когда капхи становится меньше, допустим, то наша стабильность внутренняя во всем уходит, и деструкция ткани происходит. Когда капхи много, у нас слабый аппетит, потому что метаболизм слабый, а когда капхи недостаточно, то очень часто бывает, что у человека потеря удерживающих функций происходит, то есть ткани действительно начинают разрушаться. К примеру, остеопороз – это когда костная ткань, и в ней вдруг появляются пространства. То есть пространство – это вата, а пористость, то есть эта крепость ткани, которая сдерживает между собой костную ткань, она уходит. Таким образом проявляются симптомы избытка и недостатка капхи. Итак, основные функции капхи, которые нам необходимо понимать, это связь между тканями дхату, крепость. Поэтому если вы понимаете, что у человека разрушается какая-то ткань, нужно
посоветовать использовать такие противоположные качества. Если капхи меньше, делайте самомассаж. Если сухость в теле, используйте масла в пищу в том числе. Другое качество капхи – это удержание и питание, стабильность. Да? Поэтому, когда человек ваты начинает стабильно есть, мало того, что у него постепенно налаживается работа ЖКТ, это стабильность, привычка. Входит то, что организм меняется, все становится более стабильно. И самое важное, что у человека появляется стабильное переваривание. То есть, если вы едите в одно и то же время, через какое-то время ваш организм прям требует еды в это время, тогда все будет хорошо усваиваться. Это особо важно тем людям, у которых нестабильное пищеварение, а это люди ваты конституции. Всегда у капхи смазка хорошая, суставы хорошие и хорошие слизистые. Иммунитет всегда устойчив к инфекции. Как только иммунитет понижается, происходит неустойчивость к инфекциям. А любовь, терпение, прощение – это психологические аспекты капхи, когда она находится в гармонии. Чем больше мы развиваем эти качества, тем больше мы стабилизируем капху внутри нас. Ну и, конечно же, у капхи всегда отличительно долгая, стабильная и глубокая память. Друзья, чем меньше у вас памяти, тем больше у вас вата-доши. Поэтому занимайтесь, своей памятью, стабилизируйте ее. С одной стороны, вот все стабильные практики, сон, это все влияет на качество памяти. С другой стороны, когда мы отдыхаем, то есть, что такое отдых? То есть, у вас нет движения, нет перемещения, у вас стабильность, вы отдыхаете. То есть, очень хорошо вырабатывается капха. Масляный массаж, особенно масляный массаж головы помогает стабилизировать, успокоить. Кстати, для тревожных людей очень хорошая, простая практика. Берете ткань, смачиваете ее в масле, в любом кунжутном, кокосовом, теплом, и кладете себе просто на голову сюда. Важно сесть, облокотиться затылком в том числе, чтобы не держать голову. И вот вы посмотрите на эффект, что буквально через 5 минут ваша голова становится тяжеленной просто, вот как несколько кирпичей. То есть начинает проявляться вот это качество капхи, и ум, он очень хорошо успокаивается и заземляется в этот момент. Органы капхи, с какими органами, где капха в основном проявляется и живет, и на что больше всего влияет. В первую очередь это грудная клетка и легкие. То есть считается, что вата, она вырабатывается и в основном находится в органах ниже пупка, пита, начиная от пупка, кончая грудной клетки, и капха выше диафрагмы. То есть вся грудная клетка и легкие, они связаны с капха-дошей. И у нас слизь, если мы, к примеру, начинаем неправильно есть, в первую очередь в основном появляется в верхних дыхательных путях. То есть у вас сначала, если вы переедаете или неправильно едите, или вы едите ту пищу, которая у вас тяжелая, она сначала слизь появляется на языке в виде налета, белый налет, чем толще он, тем больше слизи. Потом слизистая постоянно забита, горло, нос, и потом это все начинает переходить в объемы тела. Итак, голова, горло и шея, то есть фиксация, если вы зафиксировались на чем-то, а горло и шея это также связаны с привязанностью, то есть такой внутренней стабильностью, фиксацией. И главное, что для головы очень важно, одинаковые действия, повторяющиеся, это всегда вырабатывает стабильность, как и для ума. Желудок, то есть не сам желудок, а такая вот слизистая желудка и, в принципе, всего пищевода. Слизистая – это всегда связано с капхой. Поэтому, когда у человека, к примеру, появляются такие заболевания, как язвы, раздражения, гастриты, понимаете, что слизистая, она портится. То есть капха, она уходит вот на таком более тонком уровне, который мы не видим. Но когда у вас дискинезия желчно-выводящих путей или различные раздражения в пищеводе или в ЖКТ, это всегда связано с уменьшением капхи, то есть проявлением или питы, или ваты, в зависимости от проблемы. Капха всегда находится в лимфе, в жире и в мышцах, то есть плотность ткани – это всегда капха. Чем менее плотные ткани, тем меньше капхи в организме.
Капха также находится в органах осязания, вкуса и дыхания, а это нос, рот, язык, то есть все слизистое, вот так как во рту постоянно же есть какая-то жидкость, да, слюна, это вот капха, проявление капхи. Поэтому очень важно, когда мы едим, чтобы наша слюна смешивалась с едой для того, чтобы пища правильно усваивалась. Если вы проглатываете пищу, то вот это первые как бы капхи, этих ферментов нету с пищей. И поэтому, когда она попадает в желудок, она не переваривается до конца. И органы, в которых также много капхи, это почки, почки связаны с жидкостью, это перикард, с сердцем связано, и селезенка. То есть очень много жидкости в этих органах, они всегда связаны именно с капха-дошей.